Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре танк второго уровня, проходная ветка, проходной легкий танк СССР Т-60. Вот такая вот несуразная машинка, но все равно интересно она, неинтересна. Сейчас мы с вами разберемся, можно ли на ней играть только проходя ветку, или еще можно на ней играть, спускаясь со старших левелов, поездить, покайфовать в песке. Да? Предлагаю сразу уже по сложившейся традиции пойти посмотреть бронирование Т-60. Идем. Итак, вот наш танчик Т-60, и как ни странно, есть красные зоны и даже фиолетовые, а это второй уровень, давайте смотреть. Значит, нижняя планка у нас 17,5, центральная 39,2, ВЛД у нас 19,9, 37 у нас рубка мехвода и маска огромная, почти во всю башню, 35, тут вот есть места и 45 и 55 и рикошетные, ну она у нас вот тут вот будет рикошетные иметь. Вот боковое бронирование у нас 15 и 27 в башне. Как по броне сбоку слабая, а вот спереди уже неплохая. Почему? Потому что 39, 37 и уж 35, 55, 45 говорит о том, что у нас на втором левеле, как и на третьем, очень много легких танков, которые ездят с пулеметами, а не с пушками. Где бронепробитие лежит в плоскости 19, 25 до 30. И попадая в эти места, а разброс на этих пулеметах сумасшедший, если танк вам будет целиться в ВЛД, да, будет попадать и сюда, а уже башню тем более не пробьет. Поэтому броня, как для второго левела на этом танке, как не смешно, легкий танк, даже не СТ, она есть. Идем в ангар. Так, по броне выяснили. У Т-60 есть броня против пулеметов. Понятно, что против пушек на втором уровне там, со средним бронепробитием там, 45, 50, 55. Ну, конечно, будут пробивать, но маской что-то даже отбивать сможем. Да? А вот против пулеметов есть броня. Теперь касаемо основных модулей. Господа, у нас стоковая пушка 50 снарядов с уроном 8 с бронепробиваемостью, о чем я вам говорил, 22, она нам не интересна. Заходите на танк Т-60 со свободным опытом, качайте топовую пушку сразу, вот эту, да, 40 альфа, 58 пробитие основным, 92 голдом, и поверьте, голда иногда вам пригодится, потому что есть и на втором, и даже уж будете часто играть против третьих левелах, броня, где вам голда пригодится. Танк очень медленный. Сейчас мы дальше это тоже с вами разберем. Поэтому стоковый двигатель 70 лошадей против вот этого 85 вам подвижность процентов 7 придаст. Поэтому обязательно качайте топовый двигатель, как и топовую ходовую, чтобы танк был подвижен на месте. А на самом деле на месте он такое себе по подвижности. Вот. По оборудованию. Катал на этом танке дофига, и скажу, что кроме как турбина на этот танк ничего не заходит. Почему? Потому что танк медленный. Танк медленный. Вот смотрим его мобильность. 49 вперед, 17 назад. Но против всех остальных танков на втором уровне с максималкой там в 50 у нас всего лишь 13,75 удельная мощь, ну, лошадей на тонну, и поэтому набирает он эту максималку очень медленно, и назад он откатывается очень медленно, поэтому четко турбина. По снарядам. Основной снаряд у нас ББХ летит достаточно комфортно, почти 1000 метров в секунду, а уж точно 915. Вот. А голда летит невероятно быстро, как для второго левела 1144, и это вам будет помогать отстреливать подвижные цели, чтобы не брать упреждения и все такое. Вот в этом вопросе здесь, конечно, все хорошо. Все хорошо. Ну, фугасы, пробитие, ну, вернее, пробить средний урон 50, а пробитие вообще 19, я рекомендую на этой пушке, на этом танке не использовать и вовсе. Ну, лежат у меня там для арты, может быть. Однозначно снаряжение ставите ремку, чтобы сниматься с гуслей. Экипаж у нас всего лишь 2 члена экипажа, у нас командир, механик, водитель. Первым перком командиру лампу
Механику, водителю первым перком качаете ремонт, вторым перком всем боевое братство, далее качаете, как показано в табличке. Поставили мы турбину, экипаж у нас здесь почти 4 перка. Давайте так, мобильность мы уже смотрели, огневая мощь. Кстати, пушка у нас ни хрена не гнется из-за люка мехвода, да и высоких бортов, да, поэтому минус 5 УВН. Вот, заряжается пушка почти 3 секунды, 2.74 время сведения, сводится очень долго, разброс 0.43, он понятно хреновый, общий ДПМ тоже менее 1000. С ДПМом по этой тачке все ясно. По ХП 340. Учитывая то, что у нас есть какая-никакая броня против пулеметов, вполне себе даже можно жить. По незаметности танк небольшой, поэтому у нас вот даже один перк незаметности не вкачан на командире, и у нас 26 неподвижный, 20 движений, и это хорошо. Но вам это сильно не понадобится, потому что на этом танке стоять на месте нельзя, поскольку он достаточно медленный, и, к сожалению, нужно использовать свою броню и всегда идти вперед, рашить, настреливать. Ну, просто стоять в кустах, вы же не ПТ-САУ, правильно? Надо ехать вперед. Вот. По обзору у нас 282 метра, и у меня штраф по экипажу 18. Так был бы 300. Средний параметр. Давайте по плюсам-минусам этой машины. Из плюсов, безусловно, броня. Из плюсов хорошо летят снаряды. Что ББ, что подкол голдовый, очень быстро. Голдовый так вообще 1140, да. Это плюсы машины. Теперь идут дальше минусы. Пушка долго сводится. Плохой разброс. Точность у нее никакой этой пушки. У нас нету УВН на этой пушке. Это касаемо пушки. По мобильности. Хреновая мобильность. И это факт. По подвижности на месте танк тоже достаточно медленный, вялкий такой, крутится он не очень хорошо, да. По незаметности она есть, но она ему и не нужна, поэтому это все равно, что кобыле пятая нога. Вот, по обзору средний параметр, средний. Вот, хорош ли этот танк в современной редами, сейчас поедем прокатимся, посмотрим, можно ли на нем катать, спускаться со старших левелов, тоже поглядим. Предлагаю уже отправляться в бой, погнали. Так, попали мы на рудники, обзор танчику боем у нас Т-60. Вот, бой 10 на 10, только вторые уровни. Вот. Крузер 2 есть, у которого хоть какая-то что-то там немного брони есть, так условно. По факту здесь практически ни у кого брони-то и нет. Вот, поэтому будем играть на обычных снарядах, на ББшках, чтобы экономить серебро. Но если кого-то не будем пробивать, конечно же, включим голду. А вообще скорость полета снарядов здесь хорошая на голде. Может быть сразу на них? А давайте сразу на голде. Мы можем себе позволить, я богат. Эх, подвижность. Вот поставил я правильно турбину, а не просветленку. И даже на турбине мы ни хрена не едем. Вон, сайт М2 Light полетел. И мы инвалиды. Едем на центр однозначно. О, пролетел. Пролетел М2 Light. Вон еще один едет. Дружок, пирожок. Даже голдой не пробил, вот так. Пазик едет. Я же не могу бортом к нему подставляться.
Так. Не, другалек, мы тебя тут не оставим. Все, норм. 400 дали, а надо дать 600-700. Нет, тут съехать не получится, разобьемся. 100%. Надо ехать к ним. Нам нужен урон. Крусайдеру по Z2 надо ехать. Базюльку пока трогать их не будем, а вот к этим товарищам подъехать надо. Пазик сейчас отлетит тоже. Деваться некуда, только в ангар. Все. Теперь можно и на базюльку ехать. А уже не успеем. Так, 400, сколько там, 500 дали. Блин, до плана сотку урона не дотянули. Ну что это за безобразие? Ну реально. Где он там стоит? На базе прям, что ли? Такая это. Прям танчик. Эх, скорости не хватает, урона побольше давать. Тут даже турбина не позволяет это делать. Оп. Оп. Вон он где. А как ты туда забрался? Дружок-пирожок. Будем давить его. А и меня зачем давить? Ну, союзник, ты чего? Вот такой веселый у нас тут это. А он заехал и перевернулся стволом вверх. Прикиньте. Ну, победа, ладно. Суммы, кстати, 600 дали. Почти план выплыли, хотя тут на 680, да. Да, вот. Такая ес. И даже труп мой его не дает. Добивайте уже. Че у вас захват? Да. А он набивает урона, сидит там. Вот, дави. А он набивает урона, лежит в ямке. Итак, ладно, по танку. Танк медленный, даже с турбиной. Чтобы на нем нормально настреливать, приходится постоянно упарываться.
прям упарываться, иначе ваши союзники, у нас скорость боя на вторых, третьих левелах очень большая, и поэтому скорость движения этого танка порой вам будет не позволять много настреливать. Поэтому однозначно ставьте турбину и, ну, вперед. Отсиживаться где-то, ну, прям нельзя, потому что если еще турбослив у врагов идет, ну, вы просто не нанесете урона. Вот. Как сам по себе танк, ну, я бы сказал, ну, он тоже не фановый, потому что, ну, нету скорости, то есть нету брони, нету скорости, ну, пушка такая себе тоже, короче, вот полет голды хороший, все равно, да. Так, второе место по урону у нас. На голде играли, ушли минус 4500. Ну, не так уж сильно ушли. Вот. Танк не фановый. Поиграть, спуститься с 10-8 левелов, там, потешить себя на нем не особо получится. Есть другие более интересные танки. Поэтому проходная машина и ничего более. Вот. Однозначно турбина 100%, другого оборудования здесь не нужно. Вот. Пишите ваши комментарии, если у вас такая тачка. Вот, какое вы оборудование используете. Подписывайтесь на канал, прожимайте лайкос. А до скорых встреч, пока в новых обзорах. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.